Фильм по скибиди туалетам, Atomic Heart 2, Schoolboy Runaway второй акт и еще многое другое в моей рубрике «Игровые новости». Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, погнали! Перед тем, как поговорить о втором акте Schoolboy, стоит затронуть Keeplerians. У них все еще продолжается разработка Glitchmore и разработка собственной платформы. Нам сказали, что мы сможем отслеживать достижения, миссии и получать какие-то украшения по типу аватарок и рамок в профиль во все игры. То есть это будет что-то типа Supercell ID, который позволял сохранять прогресс во всех их играх. В нашем случае это будет типа Keeplerians ID, а платформа будет личным кабинетом с уникальной валютой в двойном количестве и системой кубков. Но еще я могу показать геймплейный отрывок прямиком из Glitchmore с просто отвратительной графикой. Я надеюсь, что это просто черновая работа, а не какой-то особый стиль, который выглядит, будем честны, просто попытка сэкономить на текстурах или оптимизации. Но мы посмотрим, что из этого выйдет. А пока что перед тем, как обсудить новую игру от Euphoria Games, обсудим второй акт Schoolboy Runaway от Linking Squad. Разработчик совсем недавно проснулся после долгой работы и показал много интересных деталей. Во втором акте мы сможем кататься на машине соседа под крутой музон. Он понял, без риска нет огня. Плейлист уже, кстати, можно послушать в его ТГ-канале. К слову, страничка второго акта уже доступна в Steam под заголовком Outdoors, что намекает на то, что это действительно будет настоящий симулятор лета в беззаботном детстве с прогулкой с уже знакомыми нам друзьями, угоном тачки бесконечной карты и трюками, игрой в футбол, а также попыткой достать соседей, например, украсть помидоры у тети Любы. И это нам позволяет сделать, поскольку Антон отстроил каждый дом в селе, и теперь везде мы сможем побывать. А еще покататься на мотике и сходить к рыбаку. Не забываем, что у нас есть еще и метель, для которой Антошка после выхода второго акта Schoolboy сделает DLC, где мы сможем поиграть за маньяка. Кто не знает, DLC — это игровое дополнение, расширяющее вселенную игры и раскрывающее ее сюжет. Как всегда, охеренные механики и сама по себе задумка. К слову, с обновленной графикой, которую вы сейчас и видите. Короче, контента на этот год навалит разработчик явно немало, будем ждать. И Euphoria Games после выпуска третьей части Horror Tale не останавливаются. Что ж, давайте поговорим о них, прежде чем поговорить о супер обновлении Brawl Stars. Наконец-то вышел новый новостной выпуск с нашей любимой, как ее там, Эш. Точно, из главного разработка игры Mist продолжается. Добавляются дополнительные задания в игру. А также показали арты с Horror Tale, Ледуся в самое сердечко. А вот в телеграм-канале разработчиков уже веселее. Целая серия опросов, чтобы как просто узнать мнение, так и найти общий язык с фанатами насчет новой игры. Давайте подробнее. На основе мнения большинства опрошенных можно сделать вывод о том, что новая игра будет про укрепление базы и защиты от зомби. Или даже про механику, который собирает боевого меха и воюет с врагами в пустоши. Цитата поста. Основа игры составляет разрушение окружения, очищение и преображение локаций, а также борьба с врагами. Хоррора будет поровну во всех вариантах. Мы хотим сделать проект для более широкой аудитории, но с затягивающим и интересным геймплеем. А еще Mist вышла в Steam. Что ж, на данный момент сами эйфорийцы активно работают над сюжетом для своей новой игры, и мы, разумеется, будем сильно ждать появления новых новостей. А перед тем, как поговорить о... А вот тут уже сюрприз. Так, это, конечно, все хорошо. Мне хотелось бы рассказать вам о крутейшем дискорд-сервере Reef. Reef — это уютный уголок для творчества, веселья, отдыха и поиска друзей. Место, где повседневные проблемы и переживания отходят на второй план. На сервере добрые и отзывчивые администраторы. Здесь проводят разные ивенты, смотрят фильмы, озвучивают аниме, поют песенки даже. Также на постоянной основе организовывают турниры с денежными призами и раздают нетрушки в войсе. Каждый сможет найти себе компанию по интересам или тиммейтов в такие игры, как Valorant, CSGO и вообще многие другие. Заходи на Reef, заведи интересное знакомство, а может быть здесь найдешь и вторую половинку. Ссылочка на этот крутой, реально крутой дискорд-сервер в описании под видео. А мы идем дальше. Я расскажу вам про Brawl Talk. И за 2 месяца тут набралось контента, поверьте мне, много. Кадзи, ультра-легендарный боец, новая редкость.
Кадзи состоит из двух бойцов – гейши и ниндзя. В аспекте гейши она владеет фехтовальным мечом и атакует с близкого расстояния. В аспекте ниндзя она бросает сюрикены издалека. Звездные способности замедляют вражеские удары и могут забирать боеприпасы. Два новых режима игры – Самурай Смэш и Унихун. В Самурай Смэш две команды соревнуются с ботами с самураями. В Унихун 3 воина сражаются с демонами Кэнзи. Также уже прошло событие битвы за королевство Катана, а еще довольно странный перс Чже Йен, бог караоке, офисный работник, который любит петь. Два основных режима атаки – вечеринка и рабочий. Представлен новый режим игры Dota Drag Arena. Режим включает внутриигровое прокачивание силы, башни и волны ботов. Матчи длятся около 5 минут без игрового чата. Игра сложная и требует стратегического подхода. Есть возможность выровнять своих бойцов и играть в различных стилях. Режим уже доступен в этом месяце. Кстати, гаджеты больше не ограничены, и они теперь лишь показывают время до того, как можно снова ими воспользоваться. Ну и в игре удалят систему наград за мастерство и переделают путь к славе. Кстати, это очень печально. Ждем еще больше новостей в ближайшее время, а пока что хочу рассказать вам про Абонента 3, который завершит историю моего канала, о чем я уже написал у себя в ТГ-канале. А также смотрите вторую часть, которая уже вышла. Это психологический триллер в стиле переписок, где вы сможете узнать перевод КПК. Следите за новостями, а мы переходим к танчикам. Ты вспомнил? Отойди в сторонку. Папочка у экрана. 9 мая в Танкс Блиц в этом году особенная дата в честь годовщины 80 лет Великой Победы. С 2 по 23 мая было событие «Майский салют, набиваю по 2000 урона и получи фейерверки, которые ты запустишь». А также игровое событие «Танка поле». На Танксполе проходи этот ивент, чтобы забрать тот самый коллекционный танк X уровня ТП-63. И еще новая карта парк экстремальных передовых технологий. Спасибо за внимание. Как все официально у тебя, слушай. Что ж, давайте теперь подкинем угля и поедем на станцию «Быстренькие новости». Вышла новая часть ФНАФа под заголовком The Secret of Mimic. Нет! Нет! Нет, 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 нет! Это напряженный коридорный хоррор, в котором вам придется найти и остановить того самого мимика. Apple выкатили новое приложение Games. В нем собрали лучшие тайтлы с App Store, платной подписки Apple Arcade и Game Center. Вышел трейлер мобильной версии CSGO, а еще анонсировали мобильный порт Subnautica. Terrible Educator получит обновление совсем скоро. Squadbusters добавляет коллаборацию с Соником, а также в начале месяца прошел фестиваль игр Summer Game Fest 2025, в котором показали трейлер Atomic Heart 2 и The Cube от Mantfish и ALL от издателя Mantfish Powerhouse и разработчиков Team Cloud. Также показали трейлер Resident Evil Requiem и показали новые анонсы Sonic Racing Cross Worlds, где есть Майнкрафт. Ну и хочу, разумеется, поговорить о самом хайповом и ржачном одновременно анонсе фильма по... Внимание, Скибиди туалета. Да, вы не ошиблись. Режиссер Майкл Бей анонсировал съемки фильма по Скибиди туалет. В проекте участвуют профессионалы из Голливуда, художник из Тихого места и специалист по графике из Аватара и Титаника. Короче, нас ждет полный звездец и унижение кинематографа одновременно, который выйдет, скорее всего, ближе к 2027 году. Ждете? Ну и давайте напоследок приедем на станцию новинки игр. Aliens Drive Me Crazy. Это динамичный экшен, сочетающий аркадную езду и боевые вылазки. Игрок мчится по городу, сбивая летающие тарелки и штурмуя башни пришельцев. Доступны улучшения машин, оружия, броня и уровни с разрушаемыми объектами. Есть таблица лидеров и растущая сложность. Stranger Cases Mystery Escape. Это квест-головоломка про сыщика, которому нужно достать дрон ученого в большом необычном здании. Игроку предстоит встретиться с 20 различными персонажами и пройти 15 уникальных уровней, чтобы достать устройство ученого. Что ж, вот такие насыщенные новости. Мир игр не перестает удивлять, а вот я тоже. Поэтому ждите Абонента 3. А на этом я это видео заканчиваю. Бегу делать новое видео по Schoolboy Runaway. А пока что, пока-пока. До скорого.